Всем привет! Это канал Any Nails, и в этом видео мы сделаем наращивание верхними формами при помощи геля. Да, если вы еще не пробовали такое наращивание, то у меня на канале очень много видео про такое наращивание. И я хочу еще сделать вот такую интересную форму, это скво овал. Я в первый раз такую делаю на себе, и, если честно, уже спустя какое-то время могу сказать, что достаточно удобная форма. Буду с ней пока ходить, пробовать. В общем, нам нужно сделать маникюр. Я отодвинула кутикулу, далее прочистила свою фрезу, потому что делала правую руку, и она подзабилась. И убираем птериги при помощи фрезы пламя. Далее я беру микрофон и срезаю кутикулу микрофоном. Если что, вы можете взять и отрезать все ножничками или кусачками, как вам больше нравится. Я люблю делать именно аппаратный маникюр, потому что он у меня лучше всего получается. Я не люблю ножнички. Вообще чаще на клиентах тоже делаю именно аппаратный маникюр, поэтому по сути он у меня и хорошо стал получаться, потому что все время делала только аппаратный маникюр. Вот такие дела. Все, убираем все лишнее. Далее мне нужно будет забафить нашу поверхность, ногтевую пластину. Для того, чтобы хорошо сцепился искусственный материал с ногтевой пластиной, мы должны приподнять чешуйки и сделать весь ноготок матовый. Далее только после этого мы уже приступаем к нанесению любого материала. Поэтому протираем ноготочки, обезжириваем клинсером с безворсовыми салфетками. Далее я беру праймер, хорошенько отжимаю кисть об флакон и наношу тонким слоем, без луж. Далее беру базу, и я взяла такую густую базу, снимаю с нее лишнее тоже об флакончик, и далее кисть веером и втирающим слоем наносим. Присушиваю все фонариком, потому что так я уменьшаю время работы намного быстрее. Я так делаю покрытие базой, и оно успевает просохнуть, потому что достаточно тонкое покрытие. Далее мы подготавливаем верхние формы. Как делать наращивание верхними формами при помощи геля, как подбирать верхние формы. В общем, все вопросы, связанные с наращиванием верхними формами при помощи геля, у меня есть на моем курсе, который вышел совершенно недавно. У меня есть подробное видео об этом курсе, а также есть сайт с описанием этого курса, так что переходите по ссылочке, посмотрите обязательно и видео, и сайт, и вдруг вам понадобится, у вас есть какие-то пробелы в этом, вы уже все перепробовали, но ничего не получается. В общем, этот курс для вас, для новичков или для уже профи и мастеров, так что подойдет всем. Далее, что мы делаем? Для большого ноготочка я подготавливаю форму, наношу первый слой, подсушиваю, наношу второй слой и уже ставлю на ноготок, подправляю снизу, все это фиксируем фонариком и поджимаю. Поджимать можно не поджимать, тут уже по вашему решению. У меня обратный зажим, он хорошо поджимает. Далее второй способ нанесения, это когда мы нанесли такую лужу и будем прислонять сейчас к ноготочку. Когда мы его подставляем форму на ноготок, этот гель стягивается на край, и потом его можно свести на длину, сделать длину, и уже будет ноготок готов. Такой способ мне не очень нравится, поэтому сейчас покажу еще один способ. Это когда мы наносим около кутикулы достаточно большое количество геля, и потом мы подставляем верхнюю форму уже с гелем, нанесенным на форму. И получается, что по сравнению, допустим, с указательным пальцем, что у нас уже весь ноготок заполнен цветом. То есть убрать только бортик, и уже ноготок готов, и даже не нужно будет повторять сверху гель и заполнять какие-то пустоты. Все будет уже готово. В общем, этот способ мне понравился, но опять же не для всех, потому что тут очень внимательно нужно контролировать количество геля на ноготочке, чтобы верхняя форма подошла потом сверху и не оказалось, что ваш ноготок стал больше, чем верхняя форма. Так что здесь нужно быть очень-очень аккуратным. Следующий способ, это мы уже подготавливаем сами вот эту форму, сушим и наносим гель на нее. Этот способ мне вообще не понравился, потому что здесь очень сложно предугадать толщину геля, и как ставишь, не видно, есть ли пузыри внутри, и в общем, если честно, не очень удобно, тем более на моих маленьких пальчиках. В общем, не рекомендую вот этот способ с желтым ноготочком, он мне не понравился. Далее я беру фрезу, убираю все лишнее сверху и снизу, и приступаем к опилу скво овала. Мы берем и ставим нашу пилочку под углом, не ровно, как мы делаем квадрат, а под углом, и тем самым пилим. У нас получается дугообразный свободный край. Что делаем мы дальше? Это мы ставим пилочку под точку роста,
делаем прямую линию, то есть у нас должны быть параллельные прямые, параллельно полу, и в общем-то все, то есть острый угол и край будет такой дугообразный. Это получается Square Wall. Он очень удобный тем, что, во-первых, он не острый, но при этом имеет какие-то углы и, в общем-то, выглядит очень тоненько и изящно. Мне понравилось, буду носить, пробовать эту форму, потом скажу, как я носила, как мне понравилось или нет. Далее я заполняю все гелем, если где-то это мне необходимо, на некоторых ноготочках мне недостаточно цвета, поэтому добавлю совсем чуть-чуть. Тут главное не переборщить, потому что уже достаточно геля, тем более короткая длина. Здесь на свободном крае достаточно этого геля. Далее я беру свою гель-краску, которую недавно уже делала обзор на нее. Если хотите посмотреть, ссылочка будет тоже в описании. Беру тоненькую кисть, которую недавно брала с Алиэкспресс и делала ее тонкой при помощи того, как мы подрезаем волоски. У нас становится кисточка более тонкой и подходит для тонких. Если вам интересно, у меня есть шорт с короткое видео об этом. Делаем мы рисунок, здесь должна быть клеточка, но она должна быть не совсем ровной, я стараюсь ее сделать такой мультяшной, не обязательно ровной, вообще некоторые делают такие линии немножко дугообразные, тоже красиво получается, я вот такие сделала. И будем делать еще на мизинчике такой же рисунок. Далее я буду просто брать цветные гель-лаки, создавать совершенно разные такие фигурки, которые бы классно смотрелись на ноготочках, то есть там всякие волны, и сердечки, и кругляшочки, все это мы делаем. И далее я буду все покрывать топом с такими черными точечками, и после этого я еще пройдусь гелем сверху. Я беру гель прозрачный от Ru Nail и прохожусь сверху, создавая объем. Можно этого не делать и оставить так все, покрыть просто топом, но я захотела добавить объем, но не везде, опять же, на большом пальчике почему-то мне не захотелось добавлять объем. Потом после этого я еще раз прошлась топом, только уже по фигуркам объемным, потому что нужно было закрыть гель. Гель нельзя оставлять вот так, даже если он имеет такую систему трехфазную, которую вроде бы можно оставлять без топа, но нет, я попробовала, все равно все липнет к этому гелю, поэтому рекомендую нанести сверху на объемные элементы еще раз топ и просушить, тогда все будет точно красиво блестеть, держаться. Обязательно пройдитесь топом. Кстати, вот этот топ мне очень понравился, он очень круто блестит и долго сохраняет свою глянцевость, поэтому рекомендую попробовать. И когда какие-то необычные есть фигурки, либо какие-то блестки, в общем, такие топы я беру в небольшом количестве для того, чтобы попробовать. Вдруг клиентам не зайдет, мне не нужно будет так много этого топа, поэтому рекомендую брать в маленьких количествах, когда вы не знаете, как зайдет это клиентам. Вот такой маникюрчик, вот такой дизайн у меня получился. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, также ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои новые и полезные ролики. А на этом все. Всем пока-пока. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my